Добрый день, дорогие друзья и подруги по вязанию. Сегодня я хочу вам представить третье видео, которое я решила переозвучить. Я записала его ровно 3 года назад. Оно до сих пор пользуется большим спросом, но некоторые люди мне пишут, что неплохо было бы его озвучить. И я озвучила. Смотрите, слушайте, надеюсь, вам понравится. Привет, друзья! Все действия, которые я делала, я записывала на видео, я все записывала, все документировала. Как вы видите, это круглая кокетка. Конечно, здесь получается уже не цельная кокетка, а разделенная на две части. Но, как вы видите, это совершенно незаметно. Вот. Может быть, вот кто знает, будет присматриваться, увидит, может быть, что оно сшито. Я постаралась подобрать узор так, чтобы вообще не было видно, что это сшито. Вот, в общем, такая вещь получилась. И вот такой вот же узор здесь получается на рукавах. Ну, вот такой он немножко свободного силуэта. Мне очень нравится. Если вам тоже нравится, приглашаю вас посмотреть мое видео дальше, посмотреть, как я это все вязала. Я все расписала. Давайте же свяжем. Для начала вязания установим плотность для резинки на 1-2 единицы меньше основной плотности вязания. У меня основная плотность вязания 3. Значит, для резинки я установлю 2, на единичку меньше. Для начала нужно набрать цепочкой 146 петель. 73 с одной стороны, 73 с другой стороны. Для этого я выдвигаю соответствующее число игл, переднее нерабочее положение и цепочкой на них на все набираю наш наборный ряд. Вот я сделала наборный ряд. Теперь завожу нить в каретку машины и провязываю первый ряд. Навешиваю грузы. И всего я вяжу 30 рядов резинки. Далее, провязав эти 30 рядов, делаю резинку 2 на 2. Проверьте, чтобы число петель у вас делилось на 4 и плюс 2 краевые петли по одной петле с каждой стороны. Добавьте или убавьте петли, если это необходимо. Здесь очень прошу прощения, я потеряла часть видео, поэтому постараюсь объяснить все на словах. Здесь нажмите, пожалуйста, на паузу, если вы хотите прочитать самостоятельно. Значит, после резинки поменяйте плотность на основную. То есть у меня это 3. И провяжите 27,5 см до подрезов. У меня это 99 рядов. С каждой стороны наберите набросовую нить по 10 петель и провяжите 4 ряда. Далее перенесите полностью все вязание на набросовую нить. Следующий у нас идет ряд убавок. Первый. Верните все вязание на иглы. Таким образом, чтобы у вас получалось, что вы навешиваете на каждую 21 иглу по 2 петли. Таким образом мы убавляем 18 петель. После этого провяжите 8 рядов. Опять перенесите вязание на бросовую нить. Следующий будет второй ряд убавок. Верните все вязание на иглы.
навешивая на каждую четвертую иглу по 2 петли. Всего, получается, мы убавляем 72 петли. После этого провяжите 2 ряда. Навешиваем обратно грузы и делаем разметку прямо по машинке. Для этого пропускаем крайнюю иглу и от нее размечаем 2, 5, 2. Где дефис означает незадействованные иглы, между которыми образуется узор, а цифра – это число игл, с которыми мы будем работать декером. Для удобства каждый раппорт я отмечаю длинной риской. Теперь приступаем к самому узору. Вяжем 10 раппортов узора, всего 40 рядов. Значит, вот я показываю, где тут у нас эти раппорты. Я специально отделила их длинной риской. Сначала я делаю ажурные дырочки. Я переношу с 10 иглы петлю на 11 и со второй иглы на первую. Вот эти черные кружочки, точечки, черные точечки – это петли, которые мы будем потом спускать и поднимать. Мое любимое занятие. Это будут у нас лицевые дорожки по изнанке и изнаночные по лицу. Я сначала делаю ажурные дырочки, просто мне так удобно, чтобы не запутаться. Берем двухушковый и одноушковый декер и перекрещиваем петли по схеме. Далее провязываем второй и третий ряды, просто провязываем кулирной гладью. И в третьем ряду мы опять будем делать ажур. Точно так же переставляем петли, делаем ажурные дырочки, только теперь я переношу с 11 на 10 и с 1 на 2. Вот разметка помогает нам не запутаться. Все проверяем. Лучше проверять сразу, чтобы потом болезненно и мучительно не переделывать. Здесь тоже перекрещиваем петли таким же образом, только в другую сторону. И провязываем 4 ряд. Ну и таким вот образом провязываем все 40 рядов узора. Это получается 10 раппортов, 10 повторов этого узора. Еще раз напоминаю, 40 рядов. Снова переносим все на нашу любимую бросовую нить. И снимаем с машины. Сейчас у нас будет третий ряд убавок. Первые 2 мы сделали еще до ажура. Третий ряд убавок у спинки отличается. Если вы сейчас вяжете спинку,
перейдите по тайм-коду в описании ряд убавок 3 спинка. Мы сейчас возвращаем вязание на машину, надевая по 2 петли на каждую 4-ю иглу. Таким образом мы убавляем 29 петель. Навешиваю обратно грузы. И вяжу 10 рядов. Проверяю, как были надеты петли. Обнаруживаю, что с одной стороны промахнулась мимо иглы. Нужно переделать одну дорожку. Такое случается. Я специально это не вырезала, чтобы понимали, что у меня тоже это бывает. Если у вас спускает, бывает такое петли, не постоянно, если постоянно, это что-то у вас с машинкой. Но бывает, спустит одну петлю. Ничего страшного. Просто поднимаете, если там не сложный узор. Переносим вязание опять на бросовую нить и снимаем с машины. Да, вот такая цена круглой кокетки. Играться с бросовой нитью. Зато результат этого стоит. Теперь 4-й ряд убавок. Возвращаем все на машину, надевая по 2 петли на каждую 3-ю иглу. Для чего я выставляю сейчас иглы? Для того, чтобы не запутаться в узоре, в убавках. Я выставляю вот как раз эту каждую 3-ю иглу. Все-таки я уже столько провязала и уже устала. И чтобы под конец уже не наделать того, чего не нужно делать, я вот так вот опять-таки размечаю узор. Здесь я распускаю свою бросовую нить. Вообще вы можете ее не распускать, если она у вас тонкая. Я распускаю, чтобы не было огрехов. Потом какой-то слишком растянутый ряд. В общем, провязываю 8 рядов. И что мы делаем? Опять переносим все на бросовую нить и снимаем с машины. Если вы сейчас вяжете спинку, нажмите на тайм-код «Росток» в описании. А сейчас ряд убавок номер 5. Верните вязание на иглы, надевая по 2 петли на каждую 2-ю иглу. И вяжем 9 рядов, которые у нас будут резинкой горловины. Берем петлеуловитель. Я вставляю всегда вот в тот ряд, до которого нужно распустить, и декером распускаю, в то время как петлеуловитель висит на последней петле. И поднимаю в это время петли. Вот первая дорожка. Надеваем. Потом я пропускаю 2 дорожки. И опять спускаю, вставляю декер, петлеуловитель и спускаю 9 рядов. Почему я так делаю? Почему сначала одну дорожку я поняла, 2 пропустила, потом буду по 2 поднимать, потому что в этом месте, вот в самом начале у нас же будет сшита горловина. И на лицевой стороне это будут изнаночные петли, и будет совершенно незаметно, что горловина сшита. Вот как я делаю.
И последний ряд я закрываю своим любимым способом, по которому у меня даже уже есть видео. Способ этот очень простой. И получается эластичный край у резинки. Я беру беру одну петлю, растягиваю ее на соседнюю иглу и на той игле провязываю. И получившуюся петельку опять я растягиваю на соседнюю иглу, не снимая с предыдущей иглы. На соседнюю и на той соседней игле провязываю, получается петелька, растягиваю на соседнюю иглу и так далее до самого конца. Некоторые делают это обвивом иглы, некоторые просто кладут нитку на иглу. Я, честно говоря, делаю по-разному и особой разницы не заметила. Я закрепляю последнюю петельку и просто снимаю с машины. Теперь переходим к спинке. Значит, спинка от низа до узора и сам узор у переда и спинки вяжутся одинаково. Здесь будут показаны только отличия. Они заключаются в количестве убавок после узора и наличии ростка. Ряд убавок 3. Спинка. Верните вязание на машину в таком порядке. 3 раза наденьте по 2 петли на каждую четвертую иглу. Дальше надевайте по 2 петли на каждую третью иглу, пока на бросе у вас не останется 19 петель. Наденьте оставшиеся петли по 2 на каждую четвертую иглу. Теперь в описании нажмите метку 10 рядов. Росток. 6 укороченных рядов. Каретку переводим в режим частичного вязания. И в конце каждого ряда выдвигаем в переднее нерабочее положение 5 игл. После этого вяжем 2 ряда, в которых в конце каждого задвигаем иглы в рабочее положение. Еще раз все снимаем на бросовую нить. Снимаем все грузы и снимаем вязание с машины. Перейдите по тайм-коду в описании, ряд убавок 5. Рукава. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, я не знаю, почему я не написала этого, что прежде чем вязать рукава, кокетку нужно сшить по плечам и горловине, а потом уже на машину надевать все петли, которые на бросовой нити. И вот теперь навешиваем на иглы все петли, которые на бросовой нити у нас. Чтобы в местах соединения не образовалось дырочек, хочу обратить на это ваше внимание.
что вот эти петли, которые находятся между рукавом и подрезом, имеют свойство провисать и образовывать дырки. Нам этого совсем не нужно. Поэтому в этом месте я беру петли нижнего ряда и крест-накрест их навешиваю, тем самым закрывая дырки. Не забываем опять навесить грузы и вяжем длину рукава. У меня это 34 сантиметра или 122 ряда. Стираем старую разметку. Маркер у меня водорастворимый. Вы не вздумайте только рисовать на машинке перманентным маркером. Водорастворимый. Такой для досок учебных. И наносим новую разметку. Ритм разметки 2-5-2. Это значит, одну пропускаем, 2 в работе, одну пропускаем, 5 в работе, одну пропускаем, 2 в работе. И так размечаем весь рукав. Вот. Если вдруг окажется, что вы ошиблись на 1-2 петли, просто добавьте или убавьте их по краям и провяжите еще один ряд. Смотрим схему и делаем узор. Тот же узор, всего 10 повторов или 40 рядов. Все переносим на бросовую нить. Снимаем с машины и навешиваем по 2 петли на каждую иглу, кроме крайних. И здесь начинаем резинку. Проверьте, сколько у вас петель. Число должно делиться на 4 плюс 2 краевые петли. У меня это 38 плюс 2, всего 30. Прибавьте или убавьте петли, если необходимо. Мне понадобилось убавить 2 петли. Я провязала 4 ряда и сейчас делаю резинку 2 на 2. Точно так же, как на горловине. Спускаю, поднимаю петли в том же порядке. Можете вернуться посмотреть. Петли последнего ряда я закрываю цепочкой. Такой край получается тугим и не растягивается. И если вам нужен эластичный край, который будет растягиваться, закрывайте его так же, как закрывали горловину. Ну что, вот мы и закончили с вами свитер. Надеюсь, вы все поняли. Если у вас есть какие-то вопросы, не стесняйтесь спрашивать в комментариях. Я вам обязательно на все вопросы отвечу. Не стесняйтесь, пишите. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. До скорой встречи. Пока!